Уважаемые суверенные граждане Советского Союза, пришло время просыпаться. Передай. Наше условие одно. Безоговорочная капитуляция. В этом суть российской идеологии. Дома надо сидеть, дед. Дома сидеть надо. Так вот, идеология в России сейчас – это попытки найти еще какой-нибудь способ, чтобы люди, причем совершенно определенные люди, коренное население, я даже произнесу неприличное слово «русские», сидели дома и не возмущались тем, что в России происходит. Я, честно говоря, считаю, что Россия, конечно же, не является империей, хотя бы потому, что она на самом деле является колонией. Это страна, управляемая колониальными методами. Ну что, многоуважаемые, осознанные, суверенные граждане СССР, великий советский народ, и неосознанные, зомбированные пока вражьей деструктивной программулькой типа РФ и все остальные, так сказать, неосознанные граждане, часть великого советского народа, которые попали в морок и предают сейчас свои рода, племена, своих предков, своих дедов, отцов, прадедов, которые воевали за ваше счастливое будущее, как вы его быстро просираете, находясь вот в этом бесовском мороке, цепляясь за веточку бизнес, без нас, да? Вот. Пришло время, наконец, показать вам правду вот этой вашей Российской Федерации, которую Ельцин, принеся присягу в Конгрессе США, оформил вас всех в Соединенные Штаты Америки. Господи, благослови Америку. Посмотрите там на учредителях этих американских поганых документов. Посмотрите. По данным открытых источников, бывший председатель правительства Дмитрий Медведев является евреем. Его настоящая фамилия Мендель. Председатель Госдумы Вячеслав Володин – еврей. Председатель правительства Михаил Мишустин – еврей. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко – еврей. Фамилию он взял по матери. Его отец Владилен Яковлевич Израиль. Министр обороны Сергей Шойгу также еврей. Его мать Александра Яковлевна Ривлина. Министр иностранных дел Сергей Лавров – еврей. Его настоящая фамилия Калантарь. Министр финансов Антон Силуанов – еврей. Патриарх Кирилл также еврей. Девичья фамилия его матери Вексельман. Мэр Москвы Сергей Собянин также является евреем. Его настоящая фамилия Канальгерух. И также многие другие евреи стоят на ключевых постах в нашей стране. Где там наши русские люди? Где там наши... Вообще, где наши там племена? Где башкиры? Где москвичи? Где белорусы или украинцы? Или казахи? Или таджики? Или прибалты? Посмотрите на документы, изучите их. И вот вам сейчас Ковригин чем командует и сидит. Я вообще не могу понимать, где логика у этих пиндосов, которые тут сидят, нам мозги морочат, враги и оккупанты. И где логика у нас с вами, тем у зомбированных, вот не у нас, а у вас, у зомбированных РФовцев и украинцев, УНРовцев там и так далее, казаховцев там и других корпораций, товаром которых вы стали осознанно, становитесь, отдавая все свое божественное начало и превращая себя в побрякушку. Где у вас здравый смысл и логика? Объясните, пожалуйста. В эта фирма, Российская Федерация, вражеская захватническая фирма, провела референдум в 22 году, по-моему. Были внесены изменения в Конституцию. И так им надо было выкрутиться, потому что Советский Союз начал просыпаться. Так им надо было выкрутиться, что вот эти новые изменения на Конституции, на пеньках был референдум, они провозгласили его совершенным, легитимным и так далее. Были внесены изменения в Конституцию, да такие изменения в Конституцию, что вот эта измененная Конституция закрыла Конституцию, вообще отменила Конституцию Российской Федерации. Мало того, сказала, что не несет ответственность за те преступления, которые делала Конституция Российской Федерации. И объявила себя правопреемником, вот эта Россия новая,
Конституции. Название сменила, что Россия, и объявила себя правопреемником СССР. А что такое правопреемник? Надо принимать права и обязанности. Надо основной закон СССР, гражданский, уголовный кодекс, значит, быстренько уголовные статьи за мужеложество, всю Государственную Думу, весь Совет Федерации, все администрации президентов за мужеложество. Там все такие находятся, там других не берут туда, только гомосеки в основном. Поэтому вернуть все это законодательство, начать его исполнять, значит, всю распроданную, так сказать, естественно, преступно распроданную землю нашу, суверенную, которую нельзя продавать и покупать, которые распродали всем, и уже себя вот эти вот поганцы, которые вписаны в эти документы, считают владельцами этой земли, все опять возвращается, и народ встает. Тогда уже надо обратить внимание на ГКЧП и систему гражданского общества, которая дает выход в данной ситуации. Система гражданского общества СССР – это потребкооперация, потребительская кооперация. Это международный закон о паевых потребительских кооперативных обществах и союзах. Наконец-то у нашего народа есть еще система, помимо того, что слуги, которые постоянно с ума сходят, это правительство государственное, плюс еще есть, и, наконец-то, и своя система, чтобы уже вот сошедшие с ума слуги очередной раз потом не пошли на уничтожение хозяина и власти народа, да, нашего. Вот этот вот Пукин тогда подписал указ президента, номер которого будет тоже приложен вам, о том, что федеральные органы власти расформированы. Поймите, слово «федеральный» – это не государственный. Федерация – это форма союза по направлению. Слово оно корпоративное значение имеет. Федеральный банк, Федерального резерва и так далее. И это не суверенный термин, не суверенная терминология, это не государство. Это не народное государство, Советский Союз. Это частная бандитская компания ЧВК, который вас захватил. И в мозги вам понаставил, значит, болезни в виде морока и шизофрении. Вот этот подонок Майкл Рокфеллер, который возглавляет ложу Абейтон, террористическую ложу преступную на весь мир, и фонд Рокфеллеров, который возглавлял, через который финансировали все убийство человечества. Вот это так называемый поганый Коэн, каббалист, еврей. На него сейчас недавно вывели Абрамовича Романа. И Абрамович Роман стал его представителем. И практически он сейчас командует в РФ, командует Пукиным и всеми другими, Абрамович. То есть все подчинены Рокфеллеру. Поэтому Ротшильд, Морган, Рокфеллер, Барух, вот эти поганцы, они сейчас и делают все войны, и руководят всеми сторонами конфликта, стравливая и совершая геноцид на земле. Вот их надо всех обличить и уничтожить. Будет все в порядке. Поэтому вот именно на Украине по газопроводу никто не стреляет, потому что бизнес криминальный, украденный у советского народа, у Советского Союза, они считают своим и не разрешают туда стрелять. Поэтому в зонах конфликта нигде нельзя стрелять в синагоги и нигде нельзя стрелять в их бизнес. Не их, а украденный их криминальный бизнес. Трубы и так далее. Чем они, так сказать, обеспечивают свою преступную деятельность. Из России, из РСФСР, России, через Беларусь и БССР нашей стране идет газопроводы, 2 штуки. Один такой как бы балансовый, легальный, а второй такой теневой. Вот этот теневой газопровод идет напрямую на Германию. И туда полным ходом качают газ. И вот этот газ, который идет в нашей стране, внутри нашей страны, через БССР, через нашу республику нашей страны Советского Союза, вот этот Лукашенко получает 10%. За то, что он молчит и обеспечивает прохождение и сакральность всего этого, скрытность всего этого. Именно за этот газ финансируют фашистскую, нацистскую сторону, поставку всех оружия, всего и так далее, войну. То есть геноцид финансируют именно на этот газ. То есть, как говорил ихний извращенец
поганец и подонок Бзежинский, Збигнев, что уничтожать Россию и русский народ, советский народ, они будут за счет России и средствами России. Вот это как раз есть это исполнение. Это нужно все запечатлеть, и все это нужно всем людям рассказать, всему народу. Все это надо знать. Надо их разоблачать и уничтожать. Не судить, не жалеть. Уничтожать по праве. По исполнению, значит, по положению военному времени. Они террористы, враги, диверсанты, убийцы. Расстрел на месте. Все. Действуют только законы Союза Советских Социалистических Республик. Других законов здесь нет. Всякие возражения против советских законов рассматриваются как покушение на изменение Конституции СССР. Это преступление предусматривает наказание в виде высшей меры социальной защиты расстрела. Любимому великому суверенному народу СССР, нашей страны великой, надо понять, что по планам Третьего Рейха, фашистов, вот этих еврейских фашистов, весь народ Советского Союза стоит под уничтожением. И нет там никого, кто лучше, кто хуже. Там есть те, которых надо уничтожить. И пока вы не поймете, пока вы в зомби-пространстве находитесь, что вы граждане Советского Союза, что у вас есть страна, что пока вы не вспомните и не встанете, так сказать, на благодарные на колени перед нашими предками, которые нас сохранили, вашу жизнь всю, которые сделали нашу страну великую, которые просрали в 90-х годах предатели, изменники эти, гомосеки внедренные. Вы должны понимать, что без этого никуда. Нужно встать, объединиться и отстоять нашу Родину. И не надо умничать, не надо ссылаться на какие-то ФЗМЗ. Выкиньте все это дело. Возьмите сейчас законодательство СССР, поймите, что такое военное положение, закон о военного времени. Обратите внимание на государственный сайт ГКЧП ЮССР. Там есть все правовые акты. На них ориентируйтесь, их учите, их применяйте. И никого больше не слушайте вокруг. Неважно, в что вы одеты там. В полицию, в пристава, еще в что-то. Вы все здесь сейчас полицаи, враги советского, русского и советского, и русского национального народа. Многонационального народа русского. Вы все враги. Вы сами одели эту одежду. Вы сначала убиваете своих близких таким образом, а потом еще убивают вас. Вы что же, когда очнетесь-то, идиоты, извините за выражение? Снимите всю эту бесовщину с себя и верните наши нормальные советские государственные символы. Ибо вот это на территории нашего Советского Союза, вот эта террористическая гражданская война, которую устроили эти поганцы здесь, Ковригин в облике Путина и этот гомосек заднеприводный, так сказать, которого использует Зеленский там и так далее, это цирк. Цирк для ваших зомбированных умов. На самом деле цель другая. Боеспособных людей наших, молодых, мужчин и женщин боеспособных перемолоть, стравясь друг с другом, чтобы потом оставить стариков и детей и уничтожить уже их. Вот это вы должны понимать, наконец. У нас у всех растут дети, внуки. Мы обязаны с вами проснуться и отстоять их будущее. Здесь и сейчас. И надо понимать, кто враг. Надо понимать, кто несет фашистскую всю символику. Все полицаи, ФССП, вся их аббревиатура, вся их символика, она фашистская. И флаг, триколор, бывший торговый флаг, хазарский, он тоже фашистский, признан по законодательству, по суверенному законодательству СССР. А значит, это уже факт утвержденный. Это власовский флаг. Путин своим указом запретил государственный флаг Российской Федерации. Потому что это власовский флаг. Под этим флагом создавалась русская освободительная армия Власова, которая, естественно, попадает
в организации, сотрудничающей с фашистами. Вот это что, власть? Это правительство, за которое мы согласны умирать и от которого согласны терпеть вплоть до этой гибели. Вы представляете, какой уровень этой власти, если они запретили законом собственный флаг? Вот что нужно понимать. Поэтому делитесь знаниями, пробуждайтесь, скачивайте документы. Вот вам те документы. Сейчас Российская Федерация, Россия приведена была в состояние, как и все другие корпорации, в банкротство и куплена была, санирована и куплена полностью Советским Союзом в лице народно-государственного органа СССР на территории СССР, суверенного международного потребительского кооператива «Светлая Великая Русь». Вот что состоялось. И вы все стали пайщиками этого кооператива, этой кооперации. Это означает, что вас защищает еще международное, помимо того, что защищает вас суверенное законодательство СССР, вас еще и защищает международное суверенное законодательство в виде международного закона о паевых потребительских кооперативных обществах и союзах. А это значит, вы ни перед кем, ничем не должны отчитываться. И никаких налогов на вас накладывать нельзя. На суверенный гражданин и слово «налог» – это несовместимые вещи. Налог – это оброк, наложили и так далее. Это всегда дают, значит, вассалы и сателлиты. Мы ими не являлись и не являемся. Мы утверждены в поле суверена. Такими были благодаря нашим предкам, которые выиграли войну, которые победили. Такие мы есть, такими мы и будем. Вот именно такая сейчас форма захватничества, то есть радикального сионизма, как и во всем мире, определена. Это все дело рук сионистов. С кем боролся наш вождь Сталин и весь наш многонациональный советский народ, в том числе и во Второй мировой войне. Долой поджигателей войны! Дорогие наши братья и сестры, суверенные граждане СССР, скачивайте эти документы, они будут приложены к этому ролику, к этому фильму в описании. Скачивайте, распространяйте, это настоящие документы, это полное разоблачение захватчиков, поганцев, Ельциных, Пукиных и всех остальных. Это вот вам, что такое была РФ-ка здесь, и какое она отношение имеет к нам, какое отношение имеет к нашей стране, вообще к России. Никакого абсолютно. Это враги, захватчики, поганцы, это убийцы нашего народа. Также по этой аналогии и ОНР, и все остальные псевдореспублики Советского Союза. Абсолютно все. Именно таким образом. Услышь, Россия! Услышьте, люди России! По плану правительства Российской Федерации, по плану, который называется «Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 30-го года», вы не должны здесь больше жить. Вас заменяют на других. Вместо нас. Не за нас придут эти люди, вместо нас. Нам планируют завозить нарастающим итогом до 368 тысяч человек. К 30 году ежегодно 400 тысяч будут заменять. Учитывая, какая будет смертность в Российской Федерации, она тоже запланированная. Поэтому давайте-ка просыпайтесь, идет война, поднимайте красные флаги, берите советскую символику, выкиньте эту бесовщину РФовскую и все остальных республик, объединяйтесь, мы великий советский народ, многонациональный, так же как и русский многонациональный народ. Нации вообще придумали 200 лет назад, у нас всегда были рода, племена, поэтому мы все единое целое, и нам нужно защитить наши дома, наших близких, наших детей. Никто ни каким бизнесом никуда не ускользнет. Всех ждет вот то, что я сказал. Если вы этого не осознаете, то будет. Поверьте мне. И вы снимаете все эти бесовские одежи, которым вы угнетаете наш суверенный народ, иначе будет поздно для вас. А там уже не здесь. Здесь вас, значит, накажут. И туда, когда вы после смерти попадете, там будет еще хуже для вас. Вы даже понять не можете, что будет. Прекращайте заниматься и служить врагам человеческим.
Священный